Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы находимся в Гура Декор и наносим декоративные штукатурки. Продолжаем рассматривать новую линейку Гура Декор Light. Это бюджетная линейка. И наносить мы будем сегодня шелк. Почему мы будем наносить шелк? Потому что мы с вами договаривались о чем? Будет акция до Нового года. Один за другим товары будут со скидкой 30% в честь открытия новой линейки. Новой, нужной людям линейки. Мы уже в этом убедились, потому что мы запустили в акцию Травертин, и он людям нужен. То есть люди хотели бы, да, по такой стоимости приобретать товары. Пока все удачно. Далее у нас идет шелк. Шелк вот такой. Так, дайте-ка вспомнить. Цена у него 1400 за килограмм. И скидка на него 30% с 1 по 14 ноября включительно. По 14 ноября включительно. Шелк, да, мы сейчас будем наносить шелк. И что? Что-то новое, что ли, мы вам покажем? Нет. Ну, давайте хотя бы ради интереса и ради разнообразия нанесем два варианта. То есть представим, что у вас как будто бы спальная комната. Или, может быть, у вас гостиная, да? И вы хотите нанести 3 стены, а одну сделать акцентную, какую-то темную, поинтереснее. Ну, хотя бы этим мы вас, может быть, заинтересуем. Потому что шелков в интернете конь не валялся. Ну, вот выше крыши, прямо много. Их всяких разных навалом. Мы ничем вас не можем удивить. Мы просто демонстрируем товар. Как обычно, на идеально подготовленную поверхность стены, грунтованную, шпаклеванную, без каких-то отслоений. Не на гипсовую смесь, а на шпаклевку. Готовая в ведрах продается шпаклевка, акриловая или латексная. Если вы в городе Ижевск находитесь, то эта шпаклевка есть у нас в продаже. Если вы в другом городе, то мы тоже ценим ваши финансы. И мы не будем вам предлагать свою шпаклевку, это, ну, как бы будет бессмысленно по перевозке. Вот декоративные штукатурки у нас очень выгодно брать. А шпаклевку мы вам просто посоветуем, какую взять в вашем городе. То есть вы у нас приобретаете штукатурку, а мы вам советуем, какую вам можно приобрести шпаклевку. На идеально шпаклеванную грунтованную поверхность мы наносим праймер. Можно в один слой. Мы возьмем такой статистический серый цвет. Раскатываем достаточно хорошо, не оставляя шагрений, наплывов. Вот так не надо красить, вот так не надо делать. Раскатываем посильнее. То есть у краски в один слой расход в среднем 150 грамм на квадратный метр. И шелк наш по акции, вот как бы сейчас бы посчитать сразу, а то я вам сейчас опять пообещаю, что я напишу, например, в описании, и забуду благополучно. Запросов много, я могу сказать. Запросов много, отвечать нужно многим. И просто вот иногда такая мелочь, как описание, оно забывается. Давайте пока сразу же вот возьму телефон, не отходя от кассы. Так, смотрите, 1400 это шелк за килограмм. Минус 30% скидка, это 980 рублей за килограмм. 1 килограмма хватает на 5 квадратных метров. Делим на 5, это 196 рублей за квадратный метр. И плюс у вас еще сверху наложится, допустим, праймер и колировка. Итого у вас стоимость материала будет 250-280 рублей на квадратный метр. Это вот такая суперская стоимость. И я рекомендую воспользоваться, те, кто хотят красоту, теплоту. То есть шелк, он что нам дает? Эффект ткани. Это такой очень ненавязчивый рисунок, ну, скажем так, фактура. Она во все времена, мне кажется, пользуется спросом и не надоест. Вот есть такие материалы, такие эффекты, вернее, фактуры, которые... Ну, во все времена не надоедают. Есть такие. Есть, которые приходят в моду и уходят. Вот приходят и уходят. А есть те, что остаются навсегда. Так вот, шелк, он с нами навсегда. И нанося на стены свои шелк, вы не прогадаете. Заметили, да, меня покрасили? В комментариях написал кто-то. Не кто-то, а кто ты? Много человек, в смысле, написали. Где стилисты? Типа, что ты не стрижешься? Ну вот, сходила, подстриглась. Оценим. Раскатываем хорошо. Я даже за собой вижу сейчас, что у меня есть не очень хорошие участки, которые нужно раскатать. Пусть будет гладкая стена, без шероховатости. Кстати, почему-то
почему-то Дзен, вот как бы там не было, много рекламы там, да, это никак не зависит от нас, мы не можем регулировать количество рекламы, но Дзен обрабатывает качество видео в разы быстрее. Если у нас есть подписчики на YouTube, кого не устраивает качество видео на YouTube, у нас есть канал на Дзене, он называется также Город Декор, и там все те же самые ролики, и вы можете, пролистывая рекламу, смотреть хотя бы качественный ролик. Ссылка на Дзен в описании, да и что там искать? Открываете браузер, набираете Город Декор, и там вся информация, то есть не надо даже ссылки оставлять. Просто в браузере набираете Город Декор, и все, там первая страница вся Город Декор. Инстаграм, Пинтерест, ТикТок, ВКонтакте, Ютуб, Дзен. Я знаю Ютуб, Дзен, ВКонтакте. Все остальное ведет Роман. Может, там еще очень много у него чего. Он там кучу всяких ведет аккаунтов на других площадках. И вы тоже можете там все это смотреть. Все. Оставляем сохнуть и продолжим через пару часов. Высохла поверхность, высох праймер. Где-то не прокрасы, это достаточно. То есть мы с вами что договорились сделать? Нанести 3 стены. У нас будут спокойные, фоновые, и 1 стена яркая, акцентная. Так мы с вами договорились. Давайте разделим. Праймер вот пусть будет одного цвета. В данном случае не так важно. У нас не будет такого кардинального отличия. Мы разделим через скотч малярный, думаю. Вымерять ровность я не буду. Вот таким образом пусть будет. Вот. Разделим. Будет у нас вот такого цвета. Серо-бежевый, очень красивый. Это спокойный, я считаю, как. Я вообще считаю, что если это, допустим, спальная или гостиная, особенно спальная комната, в темных цветах она очень красиво, комфортно, спокойно, особенно в шелках. И вот такой вот цвет серо-бежевый, самый востребованный за последний год. Вот его, не в банке, вот такой он. Вот это шелк. Красивый цвет очень. Но мне нравится. Прям нравится. И мы наносим его тонкий слой, укрывая фон. Праймер, скажем, да? Укрывая перламутром. Не стараясь создавать какую-то фактуру. Опять же, мне сейчас кажется, что я как шизик повторяю одно и то же, потому что шелков на самом деле было уже много на канале. И повторяться не очень хочется, но не все же смотрят нас каждый день, и прямо у нас прям смотрят нас каждый раз, да, ведь новые люди есть, кто не видел это видео. Вот так вот до скотча наносим первый слой. Углы внимательно смотрите, не оставляйте пустот. Пусть будет все заполнено, то есть полностью, покрывая поверхность. Полностью. Кстати, нас можно поздравить немного. Буквально недавно, на днях, мы перешагнули 50 тысяч подписчиков на YouTube. На Дзене мы приближаемся к 30 тысячам. Очень скоро у нас будет общее количество за 100, и мы рады, что наш канал нравится. Ну и за достаточно короткий промежуток времени мы все-таки собрали живых, натуральных подписчиков, которые смотрят наш канал, комментируют. Есть даже те, кто ждут наши видео систематически. Ну и, конечно, много людей, и с каждым днем их больше, кто пользуется нашими услугами, нашими товарами и пользуются действительно вот этими консультациями, которые мы предоставляем. То есть приобретают у нас штукатурку и делают ее. Как простые люди, так и мастера. Первый слой у нас должен высохнуть примерно в течение часа. А пока он сохнет, мы с вами нанесем вторую половину более темную. Пока у нас сохнет первый слой основного фона, мы в этот момент наносим первый слой акцентной стены. И он, давайте
Вот так покажу. Он темнее гораздо. Вот такой красавец. Красивый. Он гораздо темнее. Вот. Пусть будет он акцентный. Так, смотрите еще, что я могу сказать. Вот вы стену окрасили и часто сталкиваетесь с тем, что как будто бы мусоринки, как будто бы мелкие частицы. Можно вот эти мелкие частицы на ощупь так трогаете и чуть-чуть. Можно вот так счистить. Как будто крошки. То есть бывает такое. Бывает, что не бывает. А бывает и бывает. Такой русский язык, да? Бывает, бывает. Вот здесь у нас есть. Слышно, как царапается. С валика бывает. С пола, да, где-то что-то цепляется на валик, например. Накладываем на кельму с помощью шпателя шелк и наносим также тонким слоем, укрывая фон перламутром. Желательно слой тоненький, чтобы не было перерасхода. Средний статистический расход у шелка это 150-200 грамм на квадратный метр. Но может быть отклонение, то есть чуть больше, чуть меньше. Но сильно-то густо не надо наносить. То есть это ни к чему совершенно. И здесь также мы соединяемся через скотч, чтобы у нас была такая полосочка здесь ровненькая, более-менее. Попробуем хотя бы. Вот так вот. Красивый темный цвет. И не только для акцентных стен, он вообще в принципе красивый. Я могу даже по себе сказать, все вот перламутровые штукатурки, шелка, пески, замша особенно, очень красиво смотрятся в темных цветах, особенно замша. Но мы сейчас про шелк, и мы с вами смотрим его как раз рядышком, как вариант для фоновых стен и для акцентных. Также напоминаю, что на первом слое не нужно, вот смотрите, я веду кельмой, да, и он уже красивый. На первом слое не нужно особо создавать рисунок, но даже вот, видите как? Красота какая. У нас же есть приспособление, которое прикреплено к стене, и мы там можем наносить. Но там сейчас наносится другой образец, и меня переселили на трясущийся планшет. Так, знаете что? Мы сейчас в большом зале находимся, и знаете, что меня заставляют делать? Меня заставляют требовать мольберты красивые и удобные. Прямо практически заставляет. Я не хочу ничего просить. Но если есть желающие сотворить нам красивые, удобные мольберты, welcome. Мы примем мольберты, покажем их людям, и вы получите, грубо говоря, рекламу. Ну, тем самым, да, может быть, какие-то у вас есть интересные идеи. Ну, то есть, если кто-то может и кто-то желает, то да, нам нужны мольберты. Красивые, хорошие, удобные. Так, все, красота сохнет в течение часа, и мы с вами закончим буквально одновременно тот и другой образец. Но этот и еще будет интересный. Не переключайтесь. Высох у нас первый слой, и мы наносим второй. Одна часть нанесения у нас будет обычная, как вот мы обычно наносим шелк стандартный, классический, вьюшка с помощью круглой кельмы. У нас, кстати, много разных кельм появилось круглых, разнообразных. Если вам нужно, мы вам индивидуально подберем, тоже и по разной цене, и всяко разно. Наносим второй слой. Он у нас должен все укрыть. Все, что у нас не доукрыл первый. Вот такой вот плотненький шелк достаточно. Так, вопросы возникают в пути. Кстати, давайте сразу их разберем.
Чем отличается шелк подешевле? Вообще вопрос был, зрительно отличается ли? Сегодня этот вопрос был. Ну, зрительно, может, вы не поймете разницы, честно говоря. Зрительно вы не отличите. Может быть, мастер поймет различие, когда будет наносить, и то тоже не факт. Но что касается мыть. Все-таки более дорогостоящие шелка, они будут более стойкие к мытью. Это вот как есть, так есть. Но мы, когда начинаем делать ремонт, мы всегда думаем, а как это моется, а как это моется. А мы что, постоянно трем, что ли? Ну, то есть так-то по-честному, если. Приходим и моем постоянно стены, мы раз в пятилетку, может, слава богу, если помоем. Но есть проходимые места, где постоянно приходится мыть. Это коридоры, да, около розеток, вот где-то все время грязь. Но мы сейчас говорим, в частности, спальня и гостиная. Это не такие места, где все время приходится мыть стены. И с помощью круглой кельмы мы создаем такую же вьюшку, как и все остальные шелка мы наносили, точно так же. Так, я пока разговаривала, у меня высох материал. В общем, не надо разговаривать, надо делать. Пока я разговаривала, высохло, и я уже не могу сформировать. Берем круглую кельму и создаем вот такую вот вьюшку. Все по стандарту, движениями круговыми, восьмерочками. Подсыхает быстрее, чувствуете, да? Ну, то есть нужно успевать. Есть такое. Наносим следующий участок. Для того, чтобы не подсыхало быстрее, просто участки берите меньше. Чтобы успевать сделать фактуру, наносите меньше участки. Все. Вопрос. Сделала ли я себе бы шелк подешевле? Да, сделала бы. Периодически кельму моем, она должна быть чистая. Немножко неудобно здесь. Чуть-чуть оставлю подсыхать, а сама пока помою инструмент. Спустя совсем немного времени верхушечки чистые, ну то есть вот помыли инструмент и чистой вот этой же шайбочкой верхушечки вот так можно поджать, чтобы они не торчали, скажем так. То есть тут надо ловить момент, чтобы и не пересохло, и чтобы еще не было слишком сыро. Здесь вот еще сыровато, подожду чуть-чуть. А вот снизу уже достаточно. Не перетирайте. Сверху еще сыро. Так, ну все равно. Я хотела сначала темный начать, а не хочется бегать кельму мыть. Давайте 2 минуты подождем и пригладим верха. Кстати, не всегда нужно поджимать так шелка. Это надо тоже на свое усмотрение. Кому нравится, кому не нравится. И чистой кельмой чуть-чуть верхушечки вот так поджать. Вот. Не всегда это нужно, еще раз говорю. То есть когда-то это неуместно получается. Так, здесь еще ждем немного подсыхания. Пусть она подсыхает. А здесь начнем наносить. Это тоже немного подождем, пусть сохнет. Темный шелк таким же образом наносим. Теперь нам его бы хватило, то, что мы заколеровали. Наносим слой. Кладем его на кельму. И точно так же наносим слой. И с помощью шайбы. Видите, какой темный? Вот тот же самый, да?
а совсем по-другому выглядит. И даже такое ощущение, как будто он накладывается по-другому. Оставим его прямо такими же, я думаю, что рваными движениями. Ну, то есть не будем закруживать его. Чтобы было лучше видно перламутры в дальнейшем. То есть мы будем еще наносить дополнительный эффект с помощью губки. И чтобы это было лучше видно, мы оставим вот такими же размашистыми движениями. Ну и видно у вас, да, как пересекается линия от темного к светлому. Ну, такой как бархат получается. Главное, чтобы не было просветов, каких-то белых частей, то есть стены не было видно. Так, ну все, я думаю, что не будем тут мы измудряться больше. Пусть уже так подсыхает. Еще я вот что-то вчера думала. А помните, у нас была рубрика «Хочу в ролик». Ну, мы ее запускали, и даже были запросы такие мало-мало «Хочу в ролик». И пришел на канале вопрос, я подумала, почему бы не ответить вживую. Честно говоря, писать уже времени все становится меньше и меньше, писать, отвечать человеку. А когда видео снимаешь, вот пока сохнет, можно и ответить. И вопрос был такой: можно ли, нужно ли выравнивать стены из цементной смеси под фактурную штукатурку и чем? Если нужно, то чем? И насколько я понимаю из вопроса, стена оштукатурена цементно-песчаной смесью. По идее, под фактурную штукатурку, ну, с одной стороны, и не надо подготовку. Ну, по сути-то не надо. Что из чего вообще вытекает? Логика какая? Когда надо готовить, когда не надо. По сути, стена достаточно подготовлена. Но цементно-песчаная смесь – это темная. Если вы наносите штукатурку фактурную белую, то будет просвечивать эта темнота. Это значит, что нужно покрыть кварцгрунтом, да, как минимум. Это во-первых. Во-вторых, если вы не подготавливаете вот эту стену цементно-песчаную, по моему мнению и по моему опыту, я считаю, что расход у декоративной штукатурки будет выше, потому что цементно-песчаная смесь – это достаточно пористое основание. И вот эти поры, они чем-то должны заполниться. И если бы вы гипсовую смесь, гипсовую шпаклевку нанесли на цементно-песчаную штукатурку, даже тоненький слой, то, во-первых, у вас была бы стена белее, во-вторых, расход декоративной штукатурки был бы меньше. Было бы выгоднее все-таки ее отшпаклевать. Ну а если нет, то покрываем кварцгрунтом, тратим чуть больше декоративного покрытия, грамм на 200, допустим, и все. Но зато, опять же, и трудозатраты меньше, то есть шпаклевать не надо. Ну, как-то так. Не знаю я, как ответила, понятно, непонятно, но вот так. Это, по крайней мере, выгоднее, чем писать. Ждем высыхания и добавим еще элемент на эту стену. А, кстати, скотч снимаем пока сыро. Вот мы здесь нанесли, здесь нанесли. И я хочу снять скотч теперь. Вот так. Пусть будет линия. Ну, вот как-то так. Ну, что-то у нас такое получилось. Может быть, даже симпатичное. Теперь я хочу добавить лазури. Вот лазурь еще не в продаже, она только тестируется. Ну, лазурь в любом случае будет, мы ее доведем до нужного состояния. И я вот эту лазуречку положу на крышку, ну, либо на палитру, да, как она называется. И вот немного совсем нам нужно ее, совсем чуть-чуть. Размажу даже как бы ее таким образом, чтобы был тонкий слой. Вот так. И с помощью вот такой губки пористой попробую добавить какую-то полосу. И мне здесь она видится серебристая. То есть я не вижу ее здесь золото или еще какое. Вот к этому цвету серебристый, ну или жемчуг. Вот таким образом макаем немножечко. Вот так. Чтобы не было слишком густо. И как-то так немножечко тампуем. То есть лазурь еще впитается и будет прозрачная. Полосой хочу добавить. Я думаю, что, может, даже густовато сделала.
Ну, посмотрим сейчас, как подсохнет. Посмотрим. Так, ну, думаю, что можно и губочку-то поменять. Все же в пути познается. Эта губка слишком большая оказалась. Увеличивая ширину, буду делать. Вот так. Хорошо. Сейчас эту губку мы все-таки доделаем. И возьмем еще мелкую. То есть я от одного угла взяла узко и немножечко пошире пошла. Вот так. Сейчас мы еще возьмем губку маленькую и чуть-чуть местами добавим, где чего не хватает. Либо это может быть морская губка еще. Морская очень красиво будет смотреться. Так, добавляю лазурь. И также чуть-чуть добавляя вот такими вот ну как звездочками, что ли. Так, вывод сделан. Большая губка некрасиво. Маленькая лучше. И добавлять удобнее. Так, что-то несуразное получилось. Можно вот так еще добавить. Как-то не очень. Так. Мне не нравится. Знаете, что мне не нравится? Мне не нравится какая-то вот... Что это? Нога какая-то, что ли? Что это такое? Какой бред. Давайте полностью теперь тогда уже нанесем. Мне не нравится, прямо раздражает. Ой, что у меня последнее время. Мне кажется, что меня обесцветили, у меня мозг немножко скукожился. И у меня не получается. Ну, в общем, все. Вот так добавляем полностью и все. И не будем... Ну, перламутр на перламутре у нас теперь. В общем, смысл-то вы ведь видели, что шелк можно так нанести, можно так нанести. Я хотела сделать какой-то типа Млечного Пути, но не получилось. Некрасиво. Мне не нравится. И пусть это будет у нас вот такое звездное небо. Пусть это будет, допустим, спальная комната. И вот одна стена у нас акцентная. Она ведь тоже акцентная. С этим ведь никто не может поспорить. Но она хотя бы без премудростей. То есть нету здесь какой-то ноги. Вот так лучше будет. Пусть такие будут звездочки. Вот и все. И так лучше. А то что какое-то... Это называется «хочешь как лучше», получается как всегда. При том, что под этими частицами перламутра виднеется все-таки шелк. Ну, то есть видно, что там какие-то цветовые переходы. То есть темнее, светлее. А, кстати, можно вот этот слой сделать не лазурью, а никелированным шелком. И будет очень красиво. То есть не надо измудряться. Нанесли один цвет такой. Одна стена акцентная темная. Потом взяли еще вот этого цвета и здесь натамповали немножко. Тоже как вариант. Неплохо было бы. Ну, губочку поворачивать не забываем. И, знаете, надо вовремя остановиться. Потому что все время хочется еще добавить, еще добавить, еще добавить. И я уже по третьему кругу, наверное, иду. Вот сюда добавить. Вот видите, вот добавить надо, ведь надо здесь, надо добавить. И вот так можно дотошно ходить. Вот, и вот так, вот сюда ведь надо, вот, и вот сюда, и вот сюда тоже надо ведь, и вот сюда, вот сюда везде надо, и здесь надо. Надо остановиться вовремя. Давайте остановимся. Все. Это простой вариант. Это недорогое покрытие для стен. И смотрится оно эффектно. Несмотря на то, что мы достаточно немного приложили усилий и, грубо говоря, затратили немного денег, но это же все-таки вариант.
Не забывайте ставить лайк, подписываться на наш канал и участвуйте в акции минус 30% на шелк с 1 по 14 ноября включительно 2022 года. Шелк линейки Gura Decor Light со скидкой 30%. Стоимость я вам уже обозначала. Всем пока и спасибо!